Всем привет! Сегодня приготовим ужин за считанные минуты. Сразу же ставим разогреваться сковородку с растительным маслом, выкладываем фарш, у меня говяжий фарш, и обжариваем до готовности, разминая лопаточкой, чтобы не образовались комочки, чтобы фарш получился однородным. Этот рецепт очень быстрый и очень вкусный, и он понравится всей семье. Друзья, оставьте комментарий и напишите, из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада, что на моем кулинарном канале есть зрители из всего мира. А мы с вами, пока жарится фарш, нарежем одну луковицу. Так, готово. Проверим наш фарш. Он должен полностью дойти до готовности. Фарш жарится примерно 10 минут. Добавляем нарезанный репчатый лук. Приправляем солью, черным молотым перцем. Также можете добавить любые ваши любимые приправы и специи по вашему вкусу. Я добавляю сушеный чеснок и немного сушеной петрушки или орегано. Теперь все перемешиваем и обжариваем до мягкости лука. Натираем на терке сыр. Я использую сыр чеддер. Вы можете взять любой сыр, ваш любимый. Главное, чтобы он хорошо плавился. Так, готово. Давайте еще раз проверим фарш. Я его немножечко зарумянила посильнее, так получается еще вкуснее. Но вы можете обжарить его до любой степени готовности, которую вы любите. Теперь посыпаю сверху фарш тертым сыром, половиной тертого сыра. Оставшийся сыр мы будем использовать чуть позже. Уменьшаем огонь до минимального и разбиваем в миску яйца. Друзья, все ингредиенты я оставила для вас в описании под видео, обязательно загляните. Нам понадобится 8 яиц, вы можете взять меньше по вашему желанию, но чем больше яиц, тем вкуснее и пышнее получится наша вкусная запеканка. Вливаю полстакана сливок, где-то 60 мл примерно, и хорошенько перемешиваю при помощи венчика. Этот рецепт очень быстрый и простой, и особенно он мне нравится тем, что все готовится в одной сковороде. Вам не придется даже пачкать лишнюю посуду. Выливаем яйца сверху на говяжий фарш. Кстати, фарш вы можете использовать абсолютно любой. Сверху посыпаю оставшимся сыром. Друзья, поделитесь, пожалуйста, этим рецептом с вашими друзьями. Я уверена, что они скажут вам спасибо. Благодарю вас также за лайки, комментарии и подписку. Буду рада вас увидеть в моем новом вкусном видео. Отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 15-20 минут. А тем временем нарежу небольшой пучок зелени. Я нарезаю петрушку. Вместо петрушки вы можете взять зеленый лук, укроп, в общем, любую зелень по вашему вкусу. Немножечко измельчим дополнительно, хорошенько порубим. Готово. Друзья, аромат стоит просто невероятный, разносится по всему дому. Так вкусно пахнет, уже не терпится скорее попробовать. Достаем запеканку из духовки и посыпаем сверху рубленой зеленью. Очень аппетитный, очень быстрый, простой рецепт, который готовится невероятно просто. Не забудьте сохранить, поделиться рецептом и давайте отрежем и попробуем кусочек. Сейчас покажу вам, какая она получилась внутри. Только посмотрите, нежная, сочная, готовится за считанные минуты. Отличный перекус, завтрак или ужин, который вы всегда без труда сможете приготовить. Сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями, приятного аппетита и скоро увидимся!